Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня 5 февраля 2017 года. И сегодня мы начинаем новый большой проект, который называется «Путь родных душ». Это необычный масштабный проект, который мы готовили 8 месяцев, начиная с июня 2016 года, когда мы жили еще в Индии. И нам тогда впервые пришла информация о том, что путь родных душ гораздо шире, гораздо глубже и гораздо многограннее, чем мы предполагали это ранее. На прошлом видеопроекте мы рассказывали вам об основных этапах пути. Если вы помните, основные этапы – это узнавание, внутреннее очищение, трансформация и преображение. За время, которое прошло с начала нашей деятельности, начиная с 2012 года, нам стали известны сотни случаев встреч с родной душой. Об этом нам писали в письмах, рассказывали на консультациях, делились своими историями на живых тренингах. Исходя из того, что мы знаем об этих встречах, исходя из личного, собственного опыта, а также опираясь на мировые духовные традиции, традиции индуизма, суфийской духовной поэзии, а также с помощью современных изысканий, опираясь на работы современных авторов, среди которых нужно особо отметить Авессалома Подводного, Станислава Грофа, Элизабет Профит, а также под руководством и с помощью наших родных высших сил, что нужно особо отметить, стало возможно создание этого проекта. В каждом случае встречи с родной душой люди испытывали уникальную энергию РД-потока, которая вела их от одного этапа к другому, от этапа узнавания к этапу внутреннего очищения и далее к трансформации и преображению. РД-поток — это феноменальная энергия, сила истинной любви, которая может совершить настоящие чудеса, коренным образом изменив вашу жизнь. И путь родных душ, он простирается гораздо шире, гораздо глубже, чем даже те этапы, о которых мы рассказывали ранее, и те мощнейшие переживания внутреннего очищения, трансформации, преображения. Путь родных душ, он гораздо шире. Не все, кто пережил эти мощнейшие состояния, остались на пути. Очень многих остановил этап внутреннего очищения. Но нам искренне радостно осознавать и знать тот факт, что те знания, та деятельность, которую мы осуществляем, она с каждым годом помогает все большему и большему количеству людей оставаться на пути родных душ, обретая те дары, которые находятся на этом пути, и раскрывая те потенциальные возможности, которые он в себе хранит. И теперь уже нет того страха и сомнений, которые раньше были при встрече с родной душой. Сейчас, встречая свою родную душу, человек не думает, что он сошел с ума, потому что путь родных душ — это не сумасшествие, это пробуждение. Пользуясь полученными знаниями, разрешая свои вопросы на индивидуальной работе, на тренингах, с помощью обучающих видеокурсов, люди обретают огромную ценную поддержку на этом пути, которая помогает им реализовать тот потенциал, который заложен в этой уникальной встрече с родной душой. Путь родных душ — это путь познания Бога, путь духовного пробуждения. Когда вы встречаете свою родную душу, когда вы узнаете, переживаете все эти высочайшие состояния безусловной любви, вы проносите все эти состояния через все испытания, через все этапы. Тем самым вы реализуете тот дар, который заложен на этом пути, и вы встречаете истинное духовное пробуждение, которое также присутствует на этом пути. Самое главное, что вы узнаете на пути родных душ, это то, что есть источник любви, который манит, притягивает вас. И если вы откликаетесь на это притяжение и проходите через все этапы пути, то в конце вы обнаруживаете, что этот источник — это и есть Бог. Вы познаете себя, познаете источник любви, познаете Бога.
Это и есть самое главное на пути родных душ. Божественные дары, духовные сокровища проявляются в нас, когда мы встречаем свою родную душу. И когда мы принимаем эту истинную любовь, которая рождается в нас, несмотря на обстоятельства, на препятствия, которые мы встречаем на этом пути, мы все равно обретаем эти духовные дары. И это и есть самое главное в жизни. Это и есть сама жизнь, настоящая, одухотворенная и живая. Эту истину, это божественное озарение, просветление мы постигаем, когда проходим через трансформацию и преображение. И это является началом новой, настоящей, наполненной жизни. Это только начало. Что же происходит с родными душами после того, как они проходят трансформацию и преображение? И что происходит еще до того, как произошла встреча с родной душой? Об этом на нашем новом проекте «Путь родных душ». Иногда бытует такое мнение, что встреча с родной душой — это только необычные космические переживания, невероятная романтика. Но это не так. Путь родных душ, на самом деле, он очень большой и многогранный. И он наполнен и необычайными космическими переживаниями, невероятными взлетами, но также и болезненными падениями и испытаниями. На этом пути вы можете обрести такие дары, о которых подчас мы даже не мечтаем. Этот путь наполнен открытиями, возможностями стремительного развития, как духовного, так и личностного. Но также этот путь порой таит в себе иллюзии и иногда самообман, вслед за которыми могут прийти духовная гордыня и, как следствие, потеря обретенных даров. Как же сохранить тот дар, который мы обретаем на пути родных душ? Как нам избежать соблазнов, которые встречаются на этом пути, преодолеть многие препятствия и испытания, по-настоящему испытания огнем, водой и медными трубами? Как пройти этот путь экологично и максимально осознанно? А также узнать, на каком этапе сейчас находитесь вы. Обо всем этом мы будем рассказывать на проекте «Путь родных душ». Проект «Путь родных душ» действительно очень масштабный и очень большой. Что же он собой представляет? Во-первых, он состоит из 3 основных частей. Первая часть – это просветительская часть, вторая часть – обучающая, и третья – это практика. В первой просветительской части мы будем рассказывать о различных ступенях пути родных душ. Мы расскажем вам о 36 ступенях, начиная с первой, когда человек бессознательно или полуосознанно начинает поиск своей родной души, и заканчивая последней ступенью, когда любовь родных душ, их высшая космическая любовь соединяется с повседневной любовью, и они становятся едиными. Итак, первая просветительская часть, она будет доступна всем в свободном доступе на нашем канале. На этой части вы сможете познакомиться с теми ступенями развития, это развитие личностное и духовное, которое предшествует встрече с родной душой, еще до того, как произошла встреча. И также вы узнаете о тех ступенях, которые проходят родные души уже после трансформации, после преображения. Вторая часть проекта – это обучающий видеокурс. Это отдельный обучающий видеокурс, с помощью которого вы будете глубоко прорабатывать каждую ступень. Идет проработка информационная, теоретическая, идет проработка энергии, будете учиться работать с каждой ступенью на энергетическом уровне. И также будет идти проработка
в овладении теми инструментами, которые помогут вам в вашем дальнейшем росте. То есть, чтобы переходить от одной ступени к другой ступени. Итак, отдельный обучающий видеокурс «Учиться работать с энергиями, овладевать инструментами, которые помогают переходить на новую ступень». В третьей части проекта мы занимаемся только практикой. Это проработка, практическая проработка ступеней пути родных душ. Происходит эта проработка в формате живых тренингов, интенсивов, ретритов с помощью различных РД-практик. Эти РД-практики всем хорошо известны, кто посещал наши живые мероприятия. Это йога, это интуитивный РД-танец, энергетическая РД-медитация и сатсанги. Практическая часть – это в первую очередь интенсивы, которые будут проходить регулярно, примерно 1 раз в месяц, а также выездные тренинги и ретриты. Итак, дорогие друзья, представляем вам новый масштабный проект «Путь родных душ». И сегодня во вступительной, ознакомительной части мы хотим рассказать вам о первых 17 ступенях, которые проходят мужчина и женщина на пути поиска и воссоединения со своей родной душой. Начать нужно с самого главного, с того, что же это за движущая сила, которая ведет мужчину и женщину по этому пути. Это движущая сила любви. На первых ступенях эта любовь, конечно же, обусловленная, она личностная. И первой ступенью она называется поиск. Что происходит на этой ступени? Человек ищет. Мужчина, женщина, они ищут себе пару. И часто происходит этот поиск бессознательно. То есть человек не говорит так, не формулирует это так, что он ищет свою родную душу. Он просто ищет, мужчина ищет женщину, женщина ищет мужчину. И в этом процессе происходит много различных, очень интересных, как правило, событий, порой драматичных событий, встреч, разочарований и так далее. Это первая ступень, ступень поиска. Практически всем она очень хорошо известна. Но вот что интересно и что нужно опять отметить про эту ступень, то что некоторые люди задерживаются на этой ступени очень долго. Это обобщенно. Вторая ступень. Вторая ступень называется сомнение. То есть человек переходит от такого хаотичного поиска, от хаотичного блуждания, он переходит к определенному выбору, он начинает сомневаться. Если до этого у него не было особенных сомнений, возможно, да, то на второй ступени он начинает сомневаться, а там ли он ищет, а такая ли ему женщина или мужчина, такой ли ему партнер нужен, а где найти того партнера, которого он ищет, и так далее. Человек пребывает в сомнениях. Это вторая ступень. Ну, хотим подчеркнуть, что это очень коротко, это короткий обзор. Конечно, на каждой ступени происходит очень много интересного. Третья ступень называется устойчивость. Это интересный момент. После сомнений человек часто находит пару, женщина находит мужчину, мужчина – женщину, и как бы устанавливается в своем выборе и для себя внутренне решает, что да, это то, что мне подходит, да, это, наверное, то, что мне нужно. Некоторые не то чтобы сомневаются, а просто говорят, ну, наверное, время пришло, уже надо как-то решать вопрос с парой, надо выходить замуж, надо жениться, надо создавать семью. И вот эта ступень устойчивости,
на этой ступени очень часто встречаются кармические партнеры. У кого-то гармоничные кармические партнеры, у кого-то не очень. Но тем не менее обретается устойчивость. И многие люди именно на третьей ступени создают семью. Ну, что тут нужно отметить? Часто такая семья создается просто под влиянием семейного эгрегора. То есть так нужно. Так нужно, уже пришло время. Вот это третья ступень – устойчивость. А дальше идет четвертая ступень, которая называется ограничение. И, наверное, очень многим семейным людям, а может быть практически всем семейным людям, эта ступень очень хорошо известна. Одно название уже говорит за себя – ограничение. То есть человек, определившись, сделав свой выбор, выйдя замуж, женившись, он чувствует, что очень тесные рамки того, что он для себя выбрал. Он чувствует, что ему становится очень и очень тесно. И каждый по-своему переживает эту ступень. Кто-то смиряется, кто-то говорит, ну, наверное, так и должно быть, а другие начинают искать выход из этого положения и переходят к пятой ступени. Пятая ступень у нас называется оживление. Это то, что, опять-таки, очень многим интересно. Вот, и очень многим знакомо также. Вот человек сидит в своей семейной ситуации, в своем доме, некоторое время, скажем, несколько лет, да, он чувствует эти жесткие рамки, и, наконец, у него наступает тот момент, когда он как бы протестует, выражает протест. Причем этот протест может быть яркий, довольно сильный, либо он может быть довольно тихий, скромный или даже скрытный протест такой. И он вырывается за эти пределы, он, то, что называется, идет в разгул. Да? Что? Отрыв. Идет в отрыв, идет в разгул. Женщина может уйти в этот разгул, в этот отрыв. Мужчина может уйти. То есть происходит это довольно-таки по-разному, но вот эта энергетика отрыва, она как раз характеризует пятую ступень. Ступень называется оживление. Причем это не обязательно могут быть супружеские измены, как, наверное, многие подумали. Ну да, я немного на это намекал. Это может быть просто яркая, насыщенная жизнь в социуме. Да, то есть вы можете быть и не женаты, быть не замужем, а просто как бы сидеть в четырех стенах, да, и вдруг вот в этот момент, в этот период, на этой ступени оживления что-то происходит, как внутри какой-то щелчок, у вас резко поднимается уровень энергии, и вы начинаете гулять, вы начинаете очень широко, ярко себя проявлять. Но все-таки, если вы человек семейный и перешли на пятую ступень, которая называется оживление, то в какой-то момент собирается ваша семья, вас берут в руки, вам говорят, ну давай остепенись, ты уже не мальчик, не молодой, должен был и раньше нагуляться, давай-ка посерьезнее к своей жизни относись. И кто-то возвращается в эти самые четыре стены, в это положение ограниченности, а другие люди переходят на следующую ступень, то есть уже на шестую ступень, она называется обустроенность. Что происходит на этой шестой ступени? Вот человек нагулялся, да? Он решил остепениться, он сказал, да, действительно, наверное, надо бы себя как-то более ответственно вести. И тогда он начинает большое внимание обращать на свой семейный быт. Он начинает его обустраивать. Ступень называется обустроенность. Да? То есть зарабатываются деньги на квартиру, на дом, на предметы роскоши или предметы необходимости. Человек обустраивается. Человек обустраивает свой быт. Шестая ступень.
тоже всем хорошо известны. То есть сейчас идет повседневный уровень, на котором тоже можно найти очень много интересного. 7-я ступень называется духовность. И вот тут происходит то, что всем психологам должно быть очень хорошо известно, а всем людям, которые внимательно относятся к своей жизни, это также знакомо. Духовность, 7-я ступень. Человек обустроил свой быт. Он как бы решил вопросы своих повседневных нужд. И даже, может быть, более того. То есть он заработал денег столько, сколько ему нужно, он купил то, что он хотел купить, он заложил какой-то фундамент для будущего, и его интересы начинают постепенно переходить с плана повседневного на план духовный. А на этой ступени, на 7-й ступени, человек начинает интересоваться духовностью. Он начинает читать книги, он начинает смотреть различные обучающие видео, вот такое, например, тоже, да? Он начинает ходить по тренингам, ездить на места силы и так далее. И это его по-настоящему привлекает, это его по-настоящему интересует. Но тут нужно сказать, что о настоящей духовности пока и речи не идет. Это только интерес. Это только некий такой тоненький ручеек, какая-то тоненькая ниточка духовности, которая выстраивается между человеком и, скажем, его высшими силами. С 7-й ступени человек должен перейти на 8-ю, но не всегда это происходит. Вот тут нужно заметить. Некоторые люди решают так, что если они читают духовную литературу, они посещают тренинги, они общаются с духовными мастерами, учителями и тому подобное, то они уже как бы духовно развиваются. Но это не так. Они только интересуются на самом деле. И этот интерес может продолжаться годами. А вот судя по нашей практике, сколько мы проводили индивидуальных консультаций, сколько мы работали на тренингах, мы очень часто замечали, что люди застревают на этой 7-й ступени и выстраиваются определенные иллюзии, что происходит духовное развитие. На самом деле развития пока нет, есть только интерес. Итак, нужно перейти от 7-й к 8-й ступени. Это духовная практика. И вот на 8-й ступени уже начинает что-то такое появляться, когда мужчина и женщина уже ощущают как будто бы зов своей родной души. Вот если до 8-й ступени мы говорили о том, что мужчина и женщина ищут себе партнеров, они выбирают, они сомневаются, они что-то чувствуют, чего-то не чувствуют, то вот на 8-й ступени они уже начинают ощущать некий зов. Они уже чувствуют определенную неудовлетворенность, и они говорят сами себе: неужели это все? Вот моя семья, моя жена или муж, то, как обустроена моя жизнь, неужели это все? Неужели в жизни больше ничего у меня не будет? И тогда они, ощущая эту неудовлетворенность, они приходят к мысли, что, наверное, что-то должно быть большее. И от партнера я хочу большего, и от себя я хочу большего. А что же для этого нужно? И они приходят к духовной практике. Вот 8-я ступень, она называется духовная практика, на ней как раз-таки мужчина и женщина хотят либо найти свою родную душу, своего настоящего партнера, либо как бы сделать уже из своего настоящего партнера, который есть, как бы сделать того человека, который будет духовный, с которым будет духовное общение, духовное развитие. Они уже начинают практиковать. И многие начинают практиковать ведические знания. Кто-то в христианском потоке, в христианском эгрегоре.
в индуистских различных учениях, течениях и так далее, и так далее. Но начинается практика. Человек начинает реальные внутренние подвижки совершать. У него начинает пробуждаться не только духовный голод настоящий, но и первые результаты появляются. То есть какие-то, может быть, короткие инсайты, озарения интуитивные и так далее. В результате духовной практики. Он уже практикует. Это 8-я ступень. И завершается повседневный уровень 9-й ступенью. Что такое 9-я ступень? Очень интересная на самом деле ступень, на которой застревают еще больше людей, чем на 7-й. 9-я ступень дает очень большую, очень крепкую и как бы основательную иллюзию того, что человек уже духовно развит. Часто на 9-й ступени уже люди решают стать духовным учителем. То есть они уже попрактиковали, допустим, несколько лет, и они решают так, что да, вот эти вот инсайты, озарения, это их практика привела их к тому, что они стали по-настоящему духовные, и они теперь могут быть учителями. 9-я ступень называется формальная религиозность. На самом деле на 9-й ступени нет у человека еще того достаточного опыта, который бы давал ему возможность для того, чтобы быть духовным учителем, для того, чтобы считать, что он сам по-настоящему духовен. И вот на 9-й ступени возникает довольно часто, по нашему замечанию, распространенная иллюзия того, что вот женщина и мужчина, они говорят, что мы встретили свою родную душу, мы живем, мы родные души, и у нас духовный союз. Такое было в нашей практике и не раз. Это люди на 9-й ступени, у них нет этого. У них нет опыта встречи с родной душой, и у них нет по-настоящему духовного союза. Часто это бывает очень трудно сказать тому человеку, который приходит на консультацию, и он явно не обладает этим опытом встречи с родной душой, но считает, что таковой у него есть. Вот это в том числе и этот признак, он является ярким показателем того, что человек находится на 9-й ступени – формальная религиозность. Это первая ловушка, большая ловушка на пути родных душ. Попадая в нее, человек погружается в большую иллюзию. Очень часто на этой ступени формируется довольно такая серьезная духовная гордыня. Человек думает о себе очень много, он заставляет себя уважать, он часто обижается на что-то, когда как бы не уважает его духовность и так далее. Здесь нужно быть внимательным. Это первая ловушка на пути родных душ, 9-я ступень, формальная религиозность. И если человек выбирается из этой ловушки, он переходит на 10-ю ступень, и он уже покидает повседневный план и выходит в план, который называется на пути родных душ. Этот план называется «Путь к источнику». Имеется в виду «Путь к источнику любви». Это происходит на 10-й ступени. Итак, если человек переходит от 9-й к 10-й ступени, он покидает уровень повседневности, и он начинает выходить уже на реальный духовный план. 10-я ступень называется «Зов». Что происходит на этой ступени, мы уже раньше рассказывали в прошлом проекте достаточно подробно. Что происходит на ступени зова? Человек уже чувствует совершенно явные процессы, явное притяжение своей родной души. Он что может, как это может выражаться? Он может это видеть во сне.
Он может это чувствовать в повседневности. Например, он может это чувствовать как приближение что-то очень важного для себя. И очень многие люди перед встречей с родной душой, они переживали, очень ярко переживали многие элементы, которые встречаются на 10-й ступени. Это когда пробуждается ваше сердце. Поэтому, в частности, наши тренинги, они всегда начинаются с проработки анахаты, с того, чтобы сердце становилось активным. То есть мы активизируем 10-ю ступень, активизируем вот эти процессы зова, вдохновения, ощущения любви, ощущения своей родной души. Это 10-я ступень. И если человек откликается на этот зов, если он чувствует притяжение любви, чувствует притяжение своей родной души и не закрывается при этом, если он не блокирует этот процесс, если он не переходит обратно от 10-й к 9-й ступени, да, к формальной религиозности, к формальному ощущению духовности, тогда он автоматически начинает продвигаться на 11-ю ступень. Одиннадцатая ступень называется узнавание. Это также знакомо уже тем, кто следит за нашей деятельностью, тем, кто знает о этапах пути родных душ, узнавание. Узнавание и еще название, второе название этой ступени – космос, то есть космические переживания. Это самое фееричное, самое яркое, самая желанная для многих и самая запоминающаяся ступень. По степени яркости, по степени, так сказать, того, насколько потрясающие события происходят в жизни человека, трудно еще с чем-то сравнить. 11-я ступень, она чрезвычайно яркая. Ну, во-первых, потому что это, пожалуй, самый первый настолько мощный духовный опыт в жизни человека, что это является для него буквально сногсшибательным опытом. Он ощущает космос. Он ощущает, что он оторвался от Земли. Когда вы встречаете свою родную душу, мы имеем в виду в данном случае родственную душу, РД-учителя или свою божественную половинку, вы на 11-й ступени отрываетесь от Земли и парите в космосе. Вы входите в настолько глубоко измененное состояние сознания, что для многих это опять-таки становится чем-то страшным, чем-то настолько неопределенным, что человек пугается и блокирует это, а кто-то, наоборот, это переживает как желанное, как долгожданное событие, как то, что его душа, может быть, ждала и звала всю жизнь. И очень часто именно эту ступень хочется продлить, и такое ощущение бывает, что она длится бесконечно, что она никогда не закончится. Именно на этой ступени пишутся невероятные стихи, невероятные произведения о любви родных душ. Вот эти божественные переживания. А люди, мужчина и женщина, родные души, которые встретили друг друга и переживают эту ступень, они обращаются друг к другу не иначе, как «ты мой Бог», «ты моя богиня». И их переписка, она сквозит просто вот этой энергией 11-й ступени, энергией космоса, космического блаженства, космических неземных переживаний. И это прекрасно. И вот вы знаете, когда приходят на индивидуальные консультации или когда пишут письма, и люди описывают свои состояния, свои переживания, если они встретили свою родственную душу или свою божественную половину, то там очень ярко присутствует энергия 11-й ступени. Если же это сильная влюбленность, пусть даже очень страстная влюбленность, или это кармические отношения, там этой энергии нет. Нет энергии 11-й ступени. Вот подчас спрашивают, как можно отличить, кого мы встретили? То ли это кармический партнер, то ли это божественная половинка или РД-учитель.
там должна присутствовать энергия 11 ступени. Это совершенно непередаваемые, совершенно особенные переживания. Вот даже трудно подобрать какие-то названия, терминологию. И часто люди именно так говорят, это непередаваемо. Это то, что совершенно невозможно выразить словами. Вот такая 11 ступень. И если вы принимаете эти переживания, если вы принимаете эту божественную любовь, иначе тут не скажешь, то вы постепенно передвигаетесь к 12 ступени. Ну, можно сразу же сказать, ну как странно, ну кто же может не принять божественную любовь? Ну что такое? На самом деле это очень пугающее для обыденного состояния сознания, очень пугающее переживание, очень пугающий опыт. Вдруг человек ощущает, что он находится в двух мирах, а иногда он вообще чувствует, что этот мир, земной мир, он вообще покинул. Вот оттуда и есть эти страхи, что человек сошел с ума. Во-первых, он боится сам, что он сошел с ума. Во-вторых, его близкие видят, он становится сам не свой. Он как будто бы здесь, но здесь его нет. И это для многих пугающий момент. Поэтому принять 11 ступень, полностью ее пережить, это дано не всем, это происходит не со всеми. И довольно часто на индивидуальных консультациях встречается именно этот опыт. Как правило, говорят о том, что мой партнер, то есть второй человек, мой партнер, РД-партнер, он боится этого. Он даже не хочет об этом говорить, он это слышать даже не хочет. Женщины, как правило, это рассказывают, они говорят, я не могу ему открыться, потому что чувствую, что он начинает этого бояться, он буквально убегает от этого, он не хочет это слышать. Такова 11 ступень, это космос, это покидание земных пределов, естественно, на духовном плане. И все-таки, когда вы принимаете 11 ступень, со временем вы переходите на 12-ю. И тут нужно сказать, что человек из этих бескрайних космических просторов начинает постепенно опускаться на Землю, постепенно. Он пока еще не совсем опустился, на 12-й ступени происходит некое такое слияние духовности, очень высокой духовности с повседневностью. Почему некое слияние? Потому что оно как бы является таким показательным. То есть пробным вариантом, как демонстрационная версия программы, показывается вам, как вы можете жить, соединяя свою духовную, божественную любовь с своим повседневным планом. 12-я ступень называется гармония. Переходя на 12-ю ступень, родные души, мужчина и женщина, они описывают почти те же самые космические переживания, но уже с большим земным, так сказать, оттенком, подтекстом. Они говорят о том, что они видят вокруг себя, вокруг любовь. Они чувствуют внутри у себя любовь и видят вокруг любовь. Они в первую очередь не видят никаких недостатков, изъянов в своем партнере. Причем они могут это умственно как-то регистрировать, они понимают умом, что их партнер не идеален, и порой понимают, что в нем есть очень много недостатков, но внутреннее состояние принятия, не то, что мы говорим сами себе, что да, я принимаю его с его недостатками, нет. Там даже нет таких умственных как бы заключений, просто есть факт, фактическое принятие, гармония. Мы принимаем так, как есть, мы живем с этим и испытываем безусловную любовь. Хотя это безусловная любовь только в зародыше, только в зачатке, только начало, какие-то первые проявления этой безусловной любви. Тем не менее, она уже есть. На 12-й ступени вот это гармоничное состояние, гармоничное общение мужчины и женщины,
они соединяют свою духовную любовь, свои высочайшие духовные состояния со своей повседневностью. Они берутся за руки, и они идут куда-то, идут гулять или сидят в кафе, они молчат или разговаривают. Они могут заниматься самыми разными вещами, быть практически где угодно, и везде они чувствуют эту гармонию. И, конечно же, они наслаждаются этим состоянием. И именно на 12-й ступени вокруг пары родных душ, вокруг мужчины и женщины, особенно если они общаются в реальном мире, на физическом плане, создается как бы свой мир. Они общаются в своем мире, они видят окружающий их мир, и он прекрасен, но их мир существует как бы внутри, и он вообще наполнен невероятными переживаниями, энергиями, и в то же время они действуют здесь, в этом мире. Вы можете смотреть на своего возлюбленного и видеть человека, видеть мужчину в земном теле, и в то же время вы чувствуете, что он для вас божественный. Он фактически он Бог, да, то есть это еще отголосок 11-й ступени очень явно прослеживается на 12-й. И поэтому все недостатки, они как-то еще здесь не играют никакой роли. Здесь еще полная гармония, переживание божественности. Но Бог, который уже не в космосе, Да. а ходит по земле. Да, конечно. Он уже спустился и Да. ходит вместе с вами по Через земле. него идет божественная энергия, и она здесь реализуется уже на земле. И в чем еще проявляется гармония, это в том, что все происходит само по себе. Вы спонтанно общаетесь, вы не договариваетесь о каких-то правилах поведения, вы не договариваетесь о том, куда вы пойдете, что вы будете делать, что будет завтра, что будет через месяц, а все происходит само собой, все происходит вот в этом настоящем моменте, и все происходит гармонично и прекрасно. Даже если вы, как бы сказать, что-то и хотели бы, какие-то планы вроде бы, может быть, строили, а эти планы не сбылись, тем не менее вы чувствуете все равно гармонию, вы чувствуете, что и так все хорошо. Вот 12-я ступень – гармония. Ну, как говорится, как писал царь Соломон на своем кольце, и это проходит. Да? И 12-я ступень, и 11-я ступень, они проходят. И наступает 13-я. И само число уже говорит о том, что ждет родные души на 13-й ступени, и ждет очищение. Это первая чистка, первое очищение. И мы уже, предваряя вот этот курс, говорили о том, что есть 3 основных витка очищения, да? И на каждом витке происходит своеобразное, специфическое очищение, то есть оно со своим оттенком, со своими правилами, со своими законами. 13-я ступень называется чистка 1 или отверженная. Что такое отверженная? Почему так называется? На 13-й ступени родные души чувствуют, что они не только вознеслись, как это было на 11-й ступени, не только почувствовали свой мир гармоничный, как это было на 12-й, но они от этого мира еще и отделились волей-неволей. И вот эта отделенность от мира миру очень не понравилась. Окружающему миру очень не понравилось. Как правило, это вызывает резко негативную реакцию у ваших родственников, у ваших друзей, и коллег по работе, начальника, возможно. И вообще, вот вообще в социуме вы начинаете чувствовать враждебность. И не просто чувствовать, а социум начинает вас бить. То есть чистка начинает проходить по внешним параметрам. Вы начинаете чувствовать испытания, вы начинаете чувствовать боль, которая приходит к вам из внешнего мира. Вас начинают ругать, вас начинают осуждать, вас начинают куда-то гнать, выгонять отовсюду.
Вы, как знаете, в какой-то степени, может быть, вы почувствуете себя как гадкий утенок, который вот убежал из своего курятника и пошел странствовать, и его гонят отовсюду. Вот такие тоже бывают сценарии чистки. То есть та боль, которую вы чувствуете на 13-й ступени, она во многом исходит из внешнего мира. Во многом, но, конечно, не во всем. Вы чувствуете эту боль и внутри. Но, тем не менее, когда вы чувствуете ее внутри, вы ее интерпретируете как пришедшую извне. Вы говорите: это я чувствую боль, это мне плохо, потому что вот там вот это происходит, потому что мне там тот-то человек вот так-то сказал или вот так-то сделал. Как бы вы себя не уговаривали, что это на самом деле у меня внутри, вы умом можете это говорить, но по-настоящему почувствовать во всей глубине вы этого еще не можете. Вы чувствуете, что к вам враждебен мир, что вас он испытывает, что он против вас, что он вас наказывает и так далее, и так далее. Очень много вариантов. Это чистка 1. Потом, далеко позже, на 26-й ступени, когда пойдет чистка 2, вы узнаете, что чистка 1 – это не такая больная вещь, на самом деле, по сравнению со 2 и с 3. Но вот на этой 13-й ступени очень многие пары родных душ действительно сходят с пути, потому что они говорят следующие слова: «Раз с нами происходит такое, значит, наверное, мы не правы, мы не должны быть вместе, нам не суждено быть вместе, что-то мы сделали не так». И начинают перечислять различные причины, почему они не должны быть вместе, почему они должны разойтись. И вот эта вот сила отталкивания на 13-й ступени, она довольно мощная, и родные души часто расходятся именно на этой ступени. Довольно часто. Сегодня у нас вступительная часть, и о каждой ступени мы можем сказать только коротко. Конечно же, такая ступень, как 13-я, она нуждается в очень подробном рассмотрении, и там нужно правильно себя вести. На 13-й ступени родные души часто ошибочно полагают, что они потеряли любовь, что любовь ушла. Что она была прекрасна, она была космическая, она была невероятная, но она ушла. И, наверное, уже им нужно расставаться. Это не так. Даже на 13-й ступени, когда начинаются очень сильные испытания, тем не менее, вот это ощущение любви, чувство любви, оно остается. И те, кто осознан, у кого осознанность на достаточно высоком уровне, кто очень хорошо чувствует свое внутреннее пространство, свою душу, они совершенно однозначно говорят: даже несмотря на всю эту боль, на эту несправедливость внешнего мира, на эти очень непонятные, даже пугающие переживания, жесткие условия, иногда невыносимые условия, действительно бывают невыносимые условия. Несмотря на все на это, все равно есть чувство любви. Все равно это есть. И тогда люди говорят: даже вместе со всеми этими тяжелыми переживаниями я все равно, они удивляются, говорят: я все равно могу чувствовать любовь. Одновременно я чувствую какую-то жесткость и любовь. И я бы добавила, что именно на этом этапе, именно любовь, она и позволяет пройти этот этап родным душам. Потому что, особенно если они проходят внешний путь, то есть они вместе на физическом плане. Потому что, несмотря на трудности, несмотря на невыносимые условия, и несмотря даже на то, что их растаскивает в разные стороны друг от друга, когда они снова поднимаются, то только любовь их может держать вместе. Потому что иначе объяснить это невозможно. Сила любви оказывается гораздо сильнее, это факт. И вот на 13-й ступени родные души могут познать на собственном опыте такую истину, что любовь сильнее смерти, сильнее страха. Это действительно так. Это не просто красивые слова.
Мы рассказали коротко, конечно, очень коротко рассказали о том, что есть испытания, но 13-я ступень включает в себя не только испытания как таковые, вот испытания непониманием, болью какой-то и так далее, но также это испытание соблазном. Для многих пар родных душ 13-я ступень является выражением соблазна. То есть против человека не ведется такой массированной, так скажем, атаки, да? Там тоже есть определенные тяжелые переживания, но основное испытание состоит в том, что человек должен пройти искушение, соблазн. Что это за соблазн? Как правило, это соблазн вернуться на прежние ступени, скорее всего, на 9-ю, либо, может быть, еще на более низшую ступень. Ведь путь родных душ, как любой духовный путь, он не только путь восхождения, но и путь падения. Мы уже об этом коротко сказали во вступлении. И вот этот соблазн, он ему может сказать: вернись обратно. Вернись туда, где ты был, где тебе было комфортно, хорошо. Зачем тебе это нужно? Ты сделал ошибку, что-то не так. Неизвестно, что ты сделал не так. Но это ошибка. Нужно вернуться назад. Там было уютно и хорошо. И человек действительно возвращается. Есть такой соблазн. Другой соблазн, тоже довольно часто встречающийся, это приходит другая женщина, либо другой мужчина. То есть, чтобы избежать проблем, чтобы избежать вот этих испытаний 13-й ступени, человек уходит как бы в тихую гавань. Он находит себе более или менее подходящего партнера. Да? Это тоже своеобразный возврат. Возврат на прежние ступени, своеобразный. То есть он уходит в сторону и назад. Вот такие основные соблазны. Это все 13-я ступень. И обо всем об этом нужно говорить очень подробно. Об этом мы будем говорить в основном в обучающей части. В просветительской части мы будем рассказывать только примеры. Те примеры, которые нам известны, и те примеры, которые есть на нашем личном опыте. И все же, преодолевая 13-ю ступень, что должно произойти, безусловно, пара родных душ, она переходит на 14-ю. Что такое 14-я ступень? Она называется учитель. И это учитель духовного порядка в первую очередь. То есть это именно духовный учитель. Как проявляется 14-я ступень? Родные души либо друг в друге находят этого учителя, а это самый прямой способ на самом деле. Родные души – самые лучшие учителя друг для друга. Либо они находят учителя в своем внутреннем пространстве. Особенно если вы идете внутренним путем родных душ, это всегда без исключения. Вы абсолютно четко находите своего учителя. И вот тут у многих происходит путаница. Многие понимают так, что учитель – это именно конкретно этот человек. Ваша родная душа или его образ родной души, когда вы идете внутренним путем. Но это не совсем так. Учитель – это душа человека. Это именно духовный учитель. То есть сам человек, он может быть и, скажем так, духовно неразвитым или даже обладающим массой недостатков, явных недостатков. Но чувствуя его душу, вы начинаете учиться у его души. И это может быть очень разный учитель. Это может быть мягкий, добрый, такой улыбающийся, розовощекий, добрый учитель, либо это может быть очень жесткий, очень принципиальный и совершенно бескомпромиссный учитель. И масса других вариантов. Но вы находите на 14-й ступени учителя. И в чем состоит феноменальность? В том, что этот учитель вас совершенно особенным образом учит. Он учит вас через любовь. Как мы в самом начале сказали, что путь родных душ – это путь любви. Энергия любви ведет по этому пути, ничто другое, только любовь. Так вот, этот учитель на 14-й ступени начинает вас учить через любовь.
любовью. Но я еще раз хочу подчеркнуть, это не только добрый, не только такой приятный, мягкий учитель, но и он может быть очень жесткий. Но тем не менее вы чувствуете любовь. Это феноменально. Это то, о чем нужно говорить подробно. И то, что известно всем без исключения родным душам, кто преодолевал 13-ю ступень. Что тут нужно отметить? Вот вы знаете, мы рассказываем поэтапно, да, сейчас бегло, очень обзорно, поэтапно. Но дальше, когда будут подробные уже занятия, мы будем говорить о том, что родные души могут перескакивать через ступени. Например, с 11 они могут вылететь сразу на 14-ю и сразу же почувствовать учителя. И вот эти перескоки могут быть как вперед, так и назад, такие скачки. Мы будем говорить, с чем это связано. Вот почему я сейчас обращаю на это внимание, почему я об этом заговорил. Те, кто будут слушать это, они будут говорить: «О, я это чувствовал, я это переживал, значит, у меня есть духовный учитель». Может быть, и есть. А может быть, вы просто подскочили на эту ступень, а потом обратно вернулись. То есть вы почувствовали этого духовного учителя, но по каким-то, по различным причинам вы потеряли эту связь с духовным учителем. И таких примеров очень много. То есть это не просто рассуждение, опять-таки, в основном из личных консультаций. Те, кто приходит на консультации, они совершенно четко говорят, хотя, может быть, другими словами, не называя это учителем, они говорят, что была эта связь. И эта связь вела, она учила, она успокаивала, она говорила: «Все хорошо, сделай, пожалуйста, вот это», как бы говорил учитель. То есть происходит обучение, как правило, молча вообще, то есть не вербально. Но человек, он чувствует, что он должен делать, а чего не должен делать. И если человек следует за своим учителем, то он переходит на 15-ю ступень. А если он отвергает своего учителя, то он возвращается. Он возвращается на прежние ступени. И вот это ощущение 14-й ступени, вот эта энергия учителя, если она вами полностью осознана, это великое благо. Вы обрели очень ценного учителя, настоящего учителя. Многие те люди, которые занимаются духовной практикой, они, как правило, ездят в Индию, в Тибет, в какие-то другие страны. Они ездят к известным людям, которые являются настоящими мастерами, учителями. Но не в каждом человеке, даже очень высоком мастере, вы можете найти своего учителя. То есть того человека, который заденет вашу душу по-настоящему, всколыхнет ее. Того человека, который знает вашу душу как самого себя. Это уникально. Ваш учитель на 14-й ступени пути родных душ знает вас лучше, чем вы сами себя знаете. Это уникально, это феноменально. И это дар – осознать такого учителя. И если вы идете внутренним путем, то осознать его легче. А если вы идете внешним путем, то вы со своим учителем, как правило, очень сильно вздорите. Как Дон Хуан с Кастанедой. Или как Дон Хуан с Кастанедой, или еще жестче может быть. То есть вы часто его не то что не любите, это мягко сказано, да? Скажем, очень мягко, вы с ним очень часто не согласны. Вот, вы его отвергаете, вы его ненавидите, вы его не понимаете. Но когда проходит какое-то время, вы осознаете, что да, это было в самую точку. Это как раз то, что должно было быть, это то, что нужно. На внешнем пути осознать своего учителя гораздо труднее, но это осознавание все равно приходит. Очень интересно, очень подробно будем об этом рассказывать. Будем приводить много примеров, интересных примеров конкретных из жизни. Итак, это 14-я ступень, и если вы ее полностью принимаете, если вы полностью переживаете ее, то вы практически естественным образом, автоматически переходите на 15-ю ступень. То есть неизменные правила для всех ступеней, для того, чтобы перейти с одной на другую, нужно полностью реализовать, полностью пережить прошлую ступень. Да? Итак, вы приняли своего учителя,
вы учитесь у него, несмотря на то, что это бывает часто больно, неприятно, потому что учитель, он не учитывает ваше эго, он не берет его в расчет. Духовный учитель, конечно же, я еще раз оговорюсь, он берет в расчет вашу душу и знает то, что вам действительно нужно, в чем вы испытываете действительную потребность. А это часто входит вразрез с вашими эго-желаниями, поэтому это больно. Поэтому происходят такие моменты или даже целые этапы, когда вы отвергаете своего учителя, и, соответственно, ваше развитие на пути родных душ, оно прекращается, приостанавливается или возвращается на прошлую ступень. Как правило, это опять та же самая 9-я, а может быть еще и ниже ступень, о чем мы тоже говорили. Если вы приняли учителя, если вы идете вместе с ним, если вы обучаетесь, если вы действительно реально развиваетесь духовно, по-настоящему теперь уже, не так, как вы думали на 7-й или даже на 8-й ступень, а вот уже по-настоящему, то вы переходите на 15-ю ступень, и это награда. Это награда за ваши муки, муки учительства, муки 13-й ступени, муки сомнений и так далее. 15-я ступень называется радость. Что на ней происходит? Оно понятно из самого названия, да? То есть вами овладевает энергия радости. Она буквально из вас фонтанирует. Вы чувствуете радость саму по себе, без причины. То есть вы не радуетесь, потому что вы там что-то сделали, преодолели, или что-то еще произошло, чего-то вы достигли. Нет, она есть просто сама по себе. Вы узнаете энергию радости, поток радости. Это 15-я ступень. Что тут особенного можно сказать? Ну, то, что это чрезвычайно приятно. То, что это вам дает колоссальное количество свободной энергии, колоссальное количество этой энергии. И стоит отметить, что 15-ю ступень часто путают с 12-й, с 11-й ступенью. На 11-й и на 12-й ступени вы также чувствуете энергию, но это энергия космоса, это энергия гармонии. А энергия радости, она, может быть, покажется вам чем-то похожей, но это на самом деле не так. Это кардинально другая энергия. Вы чувствуете радость саму по себе. Тут очень сложно что-то добавить. Радуется ваше сознание, ваше тело, вы готовы прыгать, танцевать, смеяться и так далее. И опять нужно отметить, что вот этот вот скачок на 15-ю ступень может произойти с 12-й, даже с 13-й ступенью. Может это произойти скачок. Помимо 14-й, то есть от 13-й к 15-й вы подскочили. Как это происходит? И часто это бывает причиной создания очередной иллюзии. Человек говорит так: я страдал, но теперь мной владеет радость, я просто живу в радости, я прошел 13-ю ступень. Не всегда это так. Это бывает подскок вот такой. Как это узнается? Через некоторое время, как правило, очень короткое, это несколько дней, несколько недель, может быть, человек опять возвращается на 13-ю. Он опять начинает проходить чистку. Он говорит: ого, у меня, наверное, уже 2-й виток чистки. Это не так, совсем не так. То есть бывают вот эти вот подскоки и туда, и обратно. Как вперед, так и вниз вы можете скакать. Как вперед, так и обратно. И вы можете это воспринять опять как определенное сумасшествие. И в психиатрии даже есть диагноз – маниакально-депрессивный психоз. То есть вы то радуетесь, смеете, танцуете, вы счастливы, просто в восторге. И то вы опять попадаете в эту боль и страдания, и вас вот так туда-сюда колышет. Это очень тяжело переживать, потому что действительно очень большая неустойчивость. Точка сборки, она вот так вот постоянно двигается. И то, что называется в народе колбасит человека,
когда он из диаметрально противоположных состояний туда-сюда переходит. Но когда вы уже основательно прошли эти ступени, 13-ю, 14-ю ступень, когда учитель вас научил очень важным вещам, и вы ими овладели, вы постигаете радость и больше назад не возвращаетесь. Вы можете двигаться только вперед. И возникнет вопрос, куда, зачем еще двигаться? И так феноменально прекрасно, вообще радость, все просто фонтанирует вокруг. Но 15-я ступень – это далеко не предел, и нужно идти дальше. Если вы не продвигаетесь дальше, то вы через некоторое время возвращаетесь назад. Невозможна остановка. Либо вы развиваетесь, либо вы деградируете. Либо эволюция, либо инволюция. Третьего не дано. Обязательно движение. И происходит переход на 16-ю ступень. Что такое 16-я ступень? Это опять очень приятная новость. Она называется воплощение желаний. И это знакомо очень многим парам родных душ. Ну, наверное, практически всем. В той или иной степени. И это является определенным соблазном. Соблазном уже духовной гордыни. Она начинает уже разворачиваться, духовная гордыня, когда начинает воплощаться ваше желание. Вы говорите: ого, какие мы молодцы, мы обрели этот дар, все, что мы захотим, вдруг появляется. Только мы успели об этом подумать, ну, я имею в виду пара родных душ, они говорят так, что только мы успели об этом подумать, и это произошло. И это происходит постоянно. Мы, наверное, овладели этой сверхспособностью воплощения желаний. Да, так и есть. Так и есть. Причем на эту 16-ю ступень, которая называется воплощение желаний, вы можете перескочить прямо из 11-й. Вот эти вот скачки могут быть. То есть, пребывая там в космических сферах, даже еще не опустившись на 12-ю ступень, не опустившись туда в гармонии, вы можете наблюдать то, что ваше желание воплощается. Вы что-то подумали, что-то сказали, это уже есть. Это происходит, происходит и происходит и происходит. Много-много раз. Десятки, может быть, сотни даже раз это у вас происходит. Произошел подскок на 16-ю ступень. Но приходит момент, когда вы чувствуете, что этого больше нет. Это проходит. То есть вы как подскочили, так куда-то и вернулись. Пока не пройдете основательно прежней ступени, на 16-ю ступень основательно вы не встанете. Так вот, если вы все-таки уже основательно достигли 16-й ступени, значит, что вы чувствуете? Ну, вы чувствуете, во-первых, удовлетворение. Вам это очень нравится, это феноменально, это прекрасно. Но довольно быстро вы замечаете, что это не только дар, не только такое благо, но это ответственность. Потому что если вы подумали что-то не то, нехорошее, это тоже воплощается. И вы тогда начинаете серьезно уже задумываться над этим, что да, действительно нужно быть более аккуратны со своими мыслями, со своими словами, что вред, который вы можете принести себе и другим людям, он вполне реален. Только лишь подумав, только лишь сказав, вы можете это сделать. И родным душам дана такая способность. Освоив 16-ю ступень, основательно на ней побывав, они овладевают этой способностью воплощения желаний. Но нужно отметить, что кто-то овладевает в большей степени, кто-то чуть в меньшей степени, кого-то это сильно заинтересовало, притянуло к себе, кого-то меньше заинтересовало, кто-то пошел дальше, кто-то вернулся на прежнюю ступень. Но тем не менее эта ступень, она дается, эта способность, она дается. Человек становится немножко, совсем малюсеньким волшебником. Пока еще только малюсеньким, потому что на 16-й ступени есть такая иллюзия, есть такая ловушка, маленькая пока ловушка духовной гордыни, возгордиться.
от того, что появилась такая способность. Это только начало. То есть дальше впереди ожидают гораздо большие дары, гораздо большее раскрытие потенциальных способностей. 16-я ступень – воплощение желаний. Если вы ее удачно прошли, если вы не возгордились, если вы ее освоили в той или иной степени, то дальше следует 17-я ступень, та ступень, которая завершает вторую часть пути родных душ, которая называется «Путь к источнику». На 17-й ступени завершается вторая часть, и завершается она совершенно феерично. Завершается она совершенно феноменально. И завершается она тем, что родные души, возможно, и совсем не ожидали. Как об этом говорят? Особенно те, кто шел или идет внутренним путем родных душ. Они говорят так, что я и не планировал никакого просветления, пробуждения. Я не планировал то, что я выйду на какие-то высокие сферы, что-то со мной такое приключится. Я совершенно этого не ожидал. Кто-то говорит даже так, что раньше, когда читал про то же самое просветление и тому подобные вещи, он относился к этому скептически или просто как-то на этом не заострял свое внимание. Это ему было неинтересно. Но на 17-й ступени это случается. Случается с родными душами. Они познают божественную любовь. Они познают источник любви. И это для них может быть совершенно неожиданным. Потому что часто можно встретить такое мнение, что божественная любовь, она узнается на 11-й ступени, на 12-й ступени, когда родные души возносятся в космос, когда они переживают совершенно экстраординарные состояния, которые, кроме как божественными, никак по-другому не назовешь. Но божественная любовь постигается не на 11-й ступени и не на 12-й. Она постигается на 17-й. На 17-й ступени, когда туда переходят родные души, когда они проходят радость 15-й ступени, когда они проходят вот такую награду 16-й ступени, воплощение желаний, если они проходят через это и идут дальше, они обнаруживают, что вокруг них и у них внутри есть только любовь, есть только свет, только тишина и только происходящее. На 17-й ступени они узнают божественную любовь. На 17-й ступени они постигают источник любви. Они узнают, что любовь, она не есть принадлежащая кому-то. Она не исходит от того или другого человека. Она не может принадлежать тому и другому или другому человеку. Любовь – это просто источник. Любовь – это просто данность. Это нечто, что невозможно описать обычными словами. Они познают любовь и свободу. Любовь, не привязанную ни к чему, не зависящую ни от чего, не являющаяся причиной чего-то. Любовь, она без причины. И она познается родными душами как всепроникающая. Она проникает во все. Она проходит через все. Она присутствует во всем. И созерцая это явление источника любви, человек обретает то, что часто называют просветлением, мокшей. Это пока еще не полное просветление,
это пока еще не мокша. Это то, что правильнее называть пратипха. Это очень сильное состояние. Иногда это называют сатори, но это не совсем верно. Скорее пратипха. Это знакомство очень явное и полное, всепоглощающее знакомство с источником любви. Родные души приходят к тому, что всегда их притягивало. С самой первой ступени, когда они только начинали искать себе партнера, выбирать, сомневаться и так далее, и так далее. На 11-й ступени они почувствовали искру этой божественной любви. На 12-й ступени они грелись у костра этой божественной любви. На других ступенях они извлекали те или иные плоды из этой божественной любви. А на 17-й ступени они просто столкнулись с тем, что это источник. Они растворились в нем на какое-то время. Они познали целиком и полностью, всем своим существом, всей душой, что любовь – это источник, и что любовь и свобода – это есть одно.